Всем здравствуйте, дорогие зрители! У нас сегодня довольно-таки интересный гость или гостья. Это Анастасия, девушка Данила Тесленко, бывшего капитана команды «Нави», ныне просто хорошего, крутого стрелка. Настя, перейдем как раз-таки, наверное, сразу к самому важному вопросу. Как Зевс пережил как раз-таки тот момент, когда его сместили с поста капитана команды? Было ли это обоюдное решение? Или даже если это было обоюдное решение, переживал ли он? Всем привет, все-таки я гостья. Значит, по поводу смещения Дани. Я считаю, что это было обоюдным решением, он очень много над этим думал. И я думаю, что он принял это решение еще год назад, когда они попробовали Сизда в роли капитана. И он отреагировал на это довольно спокойно. Он сам понял, что пришло время внести некие изменения в команду, и это будет наиболее благоразумный вариант. Но в этот раз, когда ребята приняли решение попробовать Старикса в роли капитана, Данил был абсолютно уверен в этом и ничуть не сомневался. Ему не было тяжело оставлять свой пост, потому что он решил, что в последнее время по максимуму он уже сделал все возможное, и теперь нужно что-то изменить ради общей цели команды, это победы на DreamHack. Скажи, тебе как девушке комфортно, что твой парень огромное количество времени уделяет компьютеру и своей команде? То есть, по сути, вот Ваня, например, в своем видео, которое демонстрирует Valve, сказал, что команда является его второй семьей. У Дани же, по сути, 3 семьи, то есть его родители, ты и вот команда. И ему нужно уделять много времени вам всем. Как ты относишься? Потому что многие девушки там страдают, скажем так, вот ты мне уделяешь мало слишком времени, такой-сякой. Ну, я изначально относилась к этому исключительно как к работе, и поэтому, когда наступают его рабочие часы, я считаю, что он просто ушел на работу, как все люди это делают, то есть 8-10 часов он тратит на работу, на команду, и также это является одновременно его хобби, поэтому время, которое другие люди проводят в спортзале, не знаю, там занимается музыкой, чем-то еще, он также занимается Counter-Strike. Когда мы познакомились, он уже был в этом очень много лет, он это любит, он этим живет, и я не претендую никак на то время, что он занимается игрой. Он находит время для семьи, для родителей, для меня, для брата, для дочери, то есть он посвящает свое время, как бы, не то чтобы поровну, но мы понимаем, что это его работа, это его любовь всей его жизни, поэтому с этим все нормально. Скажи, когда вы познакомились, вот примерно год назад, не было ли тебе немножко дико вообще от того, чем он занимается? Сразу ли ты поняла, что это? Я очень далека от этого, я сразу скажу, вообще от компьютерного мира. И на тот момент, когда мы знакомились, я знала в 2 словах, что он геймер. Что такое геймер, я просто для себя выяснила там, в течение часа до нашей первой встречи. Но подробности уже всплывали по ходу действия. Мне стало интересно с первого дня. Так как наше знакомство произошло, можно сказать, на стриме, если кто-то помнит эту историю, то я последствия... Это ты была тогда? Да. Тогда я была брюнеткой, но это была я. 1,5 года назад это было почти. И я начала вникать. Он буквально через неделю уехал уже на чем первый в Америку, это была Америка. И я болела, я смотрела, ничего не понимала, но примерно знала, кто прав. Вот. И сейчас я уже практически разбираюсь в этом. Но играть у меня не получается. А не получается играть в Counter-Strike или, возможно, ты пробовала в какие-то другие игры вникать, например? Когда-то, давным-давно, когда появились компьютеры, я играла в эпоху Империи. Это был просто единственный опыт, наверное. Первую или вторую? Потому что Зевс играет во вторую. Я не знаю, Сень, честно говоря, в этом я уже не разбираюсь дальше. Но я советую тебе посмотреть видео, опять же, на канале Нави есть, как Зевс подводит трибушеты. Помнишь такое? Я клянусь. Это клятва, как раз-таки видео, связанное с эпохой Империи. Вторые. Как тебе турнир? Вот ты, насколько я знаю, первый раз присутствуешь, верно, на турнире? Нет, я присутствовала раз. Я первый раз была на Старладере в Киеве этим летом. Но не тот раз, или это весна была? Весна, кажется. Летом они проиграли. Нет, летом они победили. Я была весной раньше.
Ну, эмоции, конечно, отличаются, потому что масштабы абсолютно другие. Я всегда хотела попасть на огромный чемп, но моя цель — это посмотреть победу. Я все время говорю, я хочу посмотреть, сидеть в зале, когда вы будете побеждать. Он говорит, сделаем. Вот. StarLadder был не настолько впечатлителен для меня, но DreamHack вообще энергетика и масштабы, и спецэффекты, и вообще сидеть в зале — это очень-очень круто. И когда я болею, я не знаю, я очень сильно нервничаю. Вот с Никой мы практически плакали вчера или позавчера, я не помню, смотрели, когда они проиграли карту. Вот. Но эмоции море. Если бы была возможность, я бы, конечно, почаще посещала подобные мероприятия. Скажи, ты наверняка знаешь, что у команды есть негласное правило не возить с собой девушек. Именно об этом я и говорю. Досталось ли Зевсу за то, что ты здесь? И ну, как вообще ты решил этот вопрос со Стариксом и всей командой? Слава богу, что не я решала со Стариксом этот вопрос. Нет, все решилось как-то само собой, потому что в один прекрасный день мне написала Николь, знакомая ваша женщина, и сказала, мы едем на машине, поехали с нами. Даня сидел рядом, а мы обговаривали до этого, что он хочет меня взять на этот чемп, если позволит команда. И я, естественно, говорю, да, едут на машине, здорово, мы будем отдельно, мы не будем мешать, мы будем жить отдельно. А он был не против. Но обсудил с командой, он это почти перед выездом. Старик серьезно отнесся к этому. Я знаю, что Женя, менеджер, также обсуждал этот вопрос с Данилом, и высказали они негативное отношение. Но он пообещал, что мы абсолютно никак не будем контактировать все это время, да, что я буду проводить отдельно досуг, и жить я буду отдельно. И на чемпионате я не буду приближаться. В принципе, что и происходило, мы видели всего один раз, можно сказать, за все эти дни. Вот. И я думаю, что после этого чемпа они поймут, что я никак не влияю, потому что мы, в принципе, уже не тинейджеры, эмоционально стабильные люди и как бы можем контролировать свои какие-то эмоции и абсолютно друг другу не мешать. Я его поддерживаю, он знает, ему это важно, и мне важно это делать. А как ты относишься вообще вот к такому правилу? К этому правилу? Да, почему оно вообще есть, как ты считаешь? Я считаю, что оно существует, потому что большая часть игроков, если брать и другие команды, они, в принципе, ну, если я не ошибаюсь, да, там в возрасте 20, 23, 25. Даже меньше. Даже меньше. И, понятное дело, когда в этом возрасте парни увлекаются девушками, им очень трудно сконцентрировать свое внимание только на игре. У них мысли уже о том, что вот она там сейчас где-то ходит, она меня ждет, она сейчас смотрит, они эмоционируют, волнуются. Раздета. Раздеты, да. Мы тоже вот думали, что будет жарко, и набрали свои платьев. Но, как видите, проходили в Нави, в кофтах всю неделю. Вот. И поэтому, то есть это морально отвлекает, наверное, как-то дестабилизирует. Но это не в нашем случае, потому что как-то у нас Данил, он игрок с огромным опытом, и у него все очень четко. Даже когда у нас в семье, неважно, у нас с ним или в нашей общей большой семье происходят какие-то да, там серьезные моменты, он полностью абстрагируется, работая, то есть проводя время за работой. Поэтому я считаю, что я никак не помешала проходу Нави в полуфинал, если Нави готовы пройти в полуфинал. Ну а сейчас ты вообще можешь уже быть талисманом, то есть по сути Нави еще ни разу не попадали в финал мейджора, а вот ты первый раз приехала на мейджор и попали. Я считаю, что руководство это примет во внимание и как-нибудь впоследствии... Но на самом деле руководство может принять во внимание, что я съездил в Канаду, Нави выиграли ЕСВЦ, и вот теперь я тоже здесь вдруг, и Нави попали в финал мейджора. Я пытаюсь себе выбить место, сейчас еще ты тут со мной, ну ладно. Если еще кто-нибудь с нами будет вроде Ники ездить, то мы готовы. А вообще мы постоянно смеемся с Никой и с Сейздом, что мы пингвины из Мадагаскара. У нас своя команда, свои приколы, и нам надо почаще ездить вместе куда-то. От тебя могу добавить, что Настя действительно, в отличие, например, от других каких-то девушек, которые ездили, например, на турниры по Dota 2, насколько я знаю, была очень серьезная мощная дискуссия, когда игроки многих команд взяли своих девушек на International, и эти девушки там чуть ли не жили с ними, и в итоге все эти команды повылетали. Ну, понятно, что нельзя сказать однозначно, что девушка там причина вылета, но, скажем так, вот такой есть факт, что люди взяли девушек, и все при этом не зашли даже в топ-8, хотя до турнира вроде как они были претендентами, но
но здесь Настя действительно абсолютно не проводит никакого времени с Зевсом, и она является простым обозревателем. То есть точно так же, как и вы бы приехали посидеть в зале, вот так и Настя сидит вместе с нами и смотрит за этим турниром. Скажи, пожалуйста, как вы проводите свободное время с Зевсом? Сколько это вообще свободного времени у Зевса? Этого вопроса я ждала, наверное, 1,5 года. Кто-нибудь мне его публично задаст, и я наконец-то отыграюсь. В том смысле, что каждый раз, когда Даня выкладывает фотки со своего досуга, в комментариях начинается переполох. Иди тренься, а не смотри кино. Иди тренься, а не гуляй. Иди тренься, а не качайся. Трениться он достаточно. Гуляет, ходит в кино и качается он очень мало. Свободное время у него практически, ну, если так распределить, рассказать о его тайминге, то он просыпается в 10-11 часов. Если тренировка с командой начинается в 4-5, то это, грубо говоря, его свободное время, но он начинает тренироваться раньше, сам персонально. То есть у него есть время либо сходить в тренажерку, либо выехать по делам, либо увидеться с семьей. И куда-нибудь сходить вечером в кино или в бар мы можем после 12-11 часов. Если это пятница, выходной, то это обычный досуг. Мы ходим в парк, ходим в кино, ходим посидеть где-то покушать, видимся с семьями. То есть обычный досуг. Ну и плюс Данил старается посещать тренажерку, когда он дома. Это примерно 3-4 раза в неделю. Я хожу с ним. Вот. И так и живем. Спасибо тебе, Настя, за это интервью. Рады тебя видеть. Надеемся, что в будущем ты чаще будешь ездить, и команда Нави будет чаще побеждать. И тебе спасибо за интервью. Надеюсь, фанаты в комментариях меня пощадят. Тогда мы еще поговорим как-нибудь. Я тоже желаю удачи. Так что, если хотите Настю в гостях, щадите в комментариях. Да, иногда я могу быть с декольте, так что будьте добрее, люди. Покеда.